От чего зависит наше здоровье и наша молодость? Может ли человек каким-либо образом привести себя в порядок, не используя никакие препараты, не используя совершенно ничего? Я считаю, что это возможно. Каким образом и что необходимо для этого делать? Первое. Вы должны знать, что есть 3 пункта обязательных для нашей жизни. Это 3 пункта, которые должен соблюдать человек после 40 лет. Ну и до 40 тоже рекомендую. Говорить о вредных привычках, ну давайте начнем с вредных привычек. Смотрите, есть ряд людей. Есть люди, которые много кушают, много кушают, много кушают, много кушают. И при этом эти люди постоянно стройны, красивы и, в общем-то, хорошо себя чувствуют. А есть другой тип людей. Они мало кушают, и они постоянно поправляются, не могут контролировать вес. Все время этот вес у них увеличивается. И в дальнейшем появляются такие сложные заболевания, как атеросклероз. Там последствия атеросклероза самые невероятные, ну и самые печальные. Сердечные заболевания, опорно-двигательной системы, кишечника и так далее. Ну и хотелось бы сказать, если какая-то зависимость, и как же люди могут быть такими же, как те люди, которые едят и не поправляются, и чем они отличаются от тех людей, которые едят и поправляются? Все дело связано с тем, что те люди, у которых есть постоянная худоба, у них есть определенная кишечная бактерия. Она называется Аккермансия муцинофила. Данная бактерия Аккермансия муцинофила является бактерией, которая очень реагирует на алкоголь и любые продукты брожения. Смотрите, хлеб дрожжевой, пирожки с дрожжами, дальше алкоголь, пиво, вино, там еще что-то. Все, что имеет высокое содержание дрожжей, уничтожает эту аккермансию муцинофилу. Также аккермансия муцинофила, она не любит быстрые углеводы. Почему? Потому что, попадая в организм, они могут соединяться или объединяться с пищей растительной, что может приводить к брожению или процессам брожения. Процессы брожения — это процессы, в ходе которых пища бродит, она производит в этот момент, объединяясь с глюкозой, спирты. Спирты являются антисептиками, они уничтожают аккермансию муцинофилу. Именно поэтому человек, который хочет похудеть, человек, который должен похудеть и который мечтает похудеть, и который мечтает есть и не поправляться, он должен знать, что на первое место необходимо поставить увеличение и появление в его кишечнике аккермансии муцинофила. Есть ли какие-нибудь БАДы, которые могут в этом помочь? Ответ такой: практически нет. Дело в том, что аккермансия, она живет в нашем кишечнике всю нашу жизнь. И нашей задачей является заставить ее размножаться. Итак, мы уже знаем, что любые дрожжи, которые попадают в наш кишечник, они могут уничтожать аккермансию муцинофила. Второе. Антибиотики активные на длительное время уничтожают аккермансию. Но хуже всего это все-таки черный чай. Дальше это дрожжевой хлеб, это продукты с высоким содержанием дрожжей. Дальше кефир, который мы принимаем, он может, если он сладкий, то он может бродить. Если творог и, вот смотрите, если кефир выпить, и этот кефир сделан в домашних условиях, ну, йогурт, то он улучшает состояние аккермансии, она может размножаться. В случае, если мы пьем йогурт сладкий или с чем-либо сладким, то происходит процесс брожения, выделения спиртов, это уничтожает аккермансию. Дальше, ни в коем случае никаких алкоголей, потому что это уничтожает надолго, и человек не сможет похудеть. И тайна как раз и заключается в том, что люди, которые употребляют алкоголь даже по чуть-чуть, даже для аппетита, даже в небольшом количестве, должны знать, что рано или поздно у них начнут появляться проблемы с контролем их избыточного веса. То есть это уничтожение аккермансии, и в дальнейшем это ухудшит их состояние. Итак, как же можно ее размножать? Оказывается, аккермансия муцинофила
Это бактерия, которая обожает определенный вид продуктов питания. Об этом я говорил в одном из своих семинаров, который был записан в позапрошлом году. Я говорил о том, что есть продукты питания, употребляя которые человек может очень быстро улучшить здоровье, молодость, похудеть и так далее. Это продукты темного цвета, это черника. Это голубика, это продукты питания темного цвета, которыми можно испачкать одежду. То есть это вишня, это смородина черноплодная рябина, это бузина. То есть все продукты, имеющие ярко выраженный темный цвет. Это цветная капуста синяя. Это продукты питания, имеющие темно выраженный цвет. Из сухофрукты, из чернослива, слива. Данные продукты питания, они как раз и приводят к тому, что формируется аккермансия, и это помогает ей начинать увеличиваться или увеличивать свой объем. Естественно, эти продукты дают возможность или создают иммунитет для данной бактерии. Но есть продукт питания, который кормит ее, как улиток. Это продукт питания зеленые огурцы. Поэтому в случае, если человек на протяжении дня съедает не менее 200-300 граммов обычных зеленых огурцов, желательно, чтобы они были выращены без пестицидов и гербицидов. Я не знаю, как это сделать, но ничего страшного, скоро будет весна, лето, осень. Это время огурцов, когда их нужно кушать. Вот за лето-осень можно вырастить у себя аккерманцию и муцинофилу, и сделать это можно в большом количестве. И дальше уже проходить зиму, лето, вернее осень и зиму, и весну, не набирая вес. То есть зеленые огурцы. Очень хорошо, зеленый огурец плюс кефир с солью, без сахара, на протяжении дня ничего сладкого, и одну пригоршню черники или одну пригоршню, можно сушеной, можно приобрести у меня черничную пасту, принимать там черничную пасту, можно купить сок черноплодной рябины там, или бузины и так далее, принимать в небольшом количестве. Можно делать салаты из красной капусты, ну и так далее. Посмотрите продукты питания, которые вам доступны, которые имеют вот такой темный цвет. Это поможет вам в дальнейшем заметно улучшить ваше общее состояние за счет того, что употребление и выращивание аккермансии приведет вас в дальнейшем к тому, что вы автоматически и с большой легкостью будете контролировать свой вес.